Несуществующий этаж. Часть 2. Первая часть этой истории уже на канале Garrett Stories. Кирилл стоял перед зеркалом. В отражении сзади него замерцала кабина лифта. Кирилл испугался, что и кабина сейчас исчезнет, и ему придется здесь жить год. Он побежал к лифту. Как только он вскочил в кабину, двери тут же закрылись. Кирилл протянул руку к кнопке 7. Кнопки 7А рядом не было. В кармане куртки Кирилл нашел ключ. Он осторожно открыл дверь квартиры. Его встретила тишина. Внезапно вспыхнул яркий свет. Кирилл на мгновение ослеп. Тут его схватили за куртку, приподняли и прижали к стенке. «Где деньги?» Мужчина со злостью смотрел на него. «Опять украл и пропил?» Я верну, я отработаю», — испуганно прохрипел Кирилл. Мужчина брезгливо отпустил его. «Отработаешь. Завтра к дяде Паше на склад. И пока не вернешь сумму, будешь ходить к нему каждый день после школы». Кирилл стоял у стенки и смотрел на мужчину. Он не знал, чего от него ждать. А мужчина вдруг сник. «Чё тебе надо, сын? Ты же только начинаешь жить, а уже воруешь у собственного отца. Деньги нужны, так ты спроси. Мужчина махнул рукой и усталой походкой пошел к себе в комнату. А Кирилл пошел искать свою. Первым делом он осмотрелся. Кир раньше описывал свою комнату, так что Кирилл быстро в ней сориентировался. На столе стоял старый ноутбук. Кирилл сел за стол, включил его. К его облегчению ноут не стал запрашивать пароль. Кирилл стал рыться в записях, почте, истории браузера. На почте только письма из школы. История браузера почищена. «Видимо, отец проверяет ноут», — решил Кирилл. «Поэтому нет пароля». Это означало, что настоящая жизнь Кира где-то в другом месте. Кирилл огляделся. На пыльном полу валялся рюкзак. Рядом учебник математики. Кирилл стал осторожно обшаривать метр за метром. Не найдя ничего, что помогло бы ему понять, как тут жить дальше, он лег спать. Утром его разбудил отец. Он скомандовал, что дядя Паша его ждет через полчаса у подъезда. Отвезет на склад и даст работу. Все выходные он будет работать. И никакой рыбалки, как планировалось. Отец сказал это и пристально посмотрел на Кирилла. Проверяет, расстроюсь я или нет. Наверное, Кир очень хотел на рыбалку и расстроился бы. И Кирилл изобразил на лице печаль. Отец хмыкнул и ушел на кухню готовить завтрак. Кирилл пошел умываться. И снова засада. Он не знал, где зубная щетка Кира, и, честно говоря, брезговал чистить зубы чужой щеткой. Он решил, что купит попозже, а пока он потрогал их. Одна была мокрая, значит, это отцовская. Умывшись, Кирилл позавтракал в полном молчании с отцом. Потом он встал, убрал со стола, как обычно делал это дома, и стал мыть посуду. Отец молча смотрел на него. Кирилл чувствовал его тяжелый взгляд. Наконец, отец произнес напряженным голосом. «Сын, вчера от тебя не пахло алкоголем. На что тебе нужны были деньги?» Кирилл не знал, что отвечать. Но решил быть честным в этой реальности Кира и не испортить тому жизнь после того, как Кир вернется домой. Он повернулся и, глядя в глаза отцу, ответил. «Мы обязательно поговорим об этом, даю слово, но после следующего моего дня рождения». Кирилл так и не смог назвать его отец или пап. Он слышал, как Кир называл его, в зависимости от ситуации, но произнести не смог. Отец хотел настоять, но телефонный звонок прервал его. Звонил дядя Паша, чтобы сообщить, что он уже подъехал и ждет Кирилла. При выходе он дернулся в сторону отца и отпрянул. Кирилл всегда перед выходом целовал мать. При людях нет, но дома всегда. Привычка чуть не подвела его сегодня.
Надо следить за каждым своим движением, решил он. Дядю Пашу он узнал по голосу. Это был тот самый балагур, который каждый день рождения травил анекдоты и рассказывал разные байки. Он оказался невысоким и с брюшком. Он сурово взглянул на Кирилла. Что же ты батю обижаешь? Он же ни на кого не смотрел, чтобы тебя вырастить. Все для тебя делал. Ты, Кир, давай, берись за ум. Потом он, кряхтя, влез в Ладу Калину, и они поехали на склад. Целый день Кирилл таскал грузы. Из фур на склад, со склада в фуры. Не привыкший к физическим нагрузкам Кирилл держался только на злости на Кира. Из-за него он вынужден отрабатывать. А он? Что делает он там, у его мамы? Кирилл встал как вкопанный. Если он со своим отцом так поступает, что будет с его мамой? Злое, пронзительное отчаяние отхватило Кирилла. И ничего нельзя сделать. Ни сообщение послать, ни позвонить. Ничего. Только ждать следующего дня рождения, который наступит через год. На обеде грузчики вместе с дядей Пашей стали травить свои байки. Кирилл решил снять их на телефон. Вечером, после работы, отдав полученные деньги отцу, он создал профиль, смонтировал короткий ролик и выложил в интернет. Утром у Кирилла болело все. Но он, не ноя, встал, пошел в ванную и снова к дяде Паше на склад. И снова Кириллу повезло. Он заснял пару забавных моментов. Вечером он сел монтировать материал и увидел, что его предыдущее видео стало вирусным. 2,5 миллиона просмотров за сутки. Кирилл понял, чем он будет заниматься в ожидании следующего дня рождения. На следующей неделе Кирилл пошел в школу. Шла последняя неделя третьей четверти. Когда Кирилл увидел оценки, он ужаснулся. С математикой было еще более-менее, а вот с гуманитарными науками был полный провал. Кирилл решил помочь Киру и постараться вытянуть оценки. Учителя, которые учили его с 5 класса и знали его способности, с удивлением читали сочинения Кирилла. А англичанка была в полном шоке. «Такое впечатление, — говорила она в учительской, — что он все года слушал меня и молча впитывал информацию, а на прошлой неделе решил, что пора, достал все знания разом и начал использовать». А вот с друзьями Кира у Кирилла не складывалось. На первой же перемене его позвали покурить. Он пошел. Пацаны привели его в закуток за школой. Закуток был весь заплеван. Он быстро понял, почему. Те, кто не курил, разговаривали, сплевывая на землю, буквально через слово. От сигарет Кирилл отказался. Сказал, что батя против, и он бросил курить. Батю и его суровый нрав пацаны, видимо, знали. Поэтому понимающе кивнули и настаивать не стали. Продолжили перетирать новости. Один из них, Леха, вдруг сказал, показывая за ворота школы: «О, тебя твоя Валюха снова караулит». Кирилл посмотрел в ту сторону и увидел сильно накрашенную девушку, которая стояла у ворот школы и смотрела в их сторону. Кирилл спросил, тщательно подбирая слова: «И что ей от меня надо?» Пацаны заржали. Леха подмигнул Кириллу. «Это вообще-то твоя девушка типа. Ей надо только одного». И грязно выругался. Кирилл покраснел, а пацаны заржали уже над ним. На самом деле Кирилл покраснел не от стыда, а от злости на Кира. Кир оказался скрытным. Он ничего не рассказывал о девушке. Кирилл решил, что во что бы то ни стало он останется собой. Даже в этих аномальных, сложных обстоятельствах. Не может же он в самом деле стать другим человеком. Так что с этой Валей он встречаться не будет. Кирилл решительно направился к воротам школы. Пацаны ржали и наблюдали, как Кирилл разговаривал с девушкой. Потом та замахнулась на него, но через ворота трудно было дать пощечину. Тогда она громко завопила: «Ты козел! Слышите все?» Она обратилась к пацанам: «Он настоящий козлина!» И ушла.
А Кирилл прошел мимо ржущих и сплевывающих на асфальт пацанов в здании школы. Вылазки за школу Кирилл старался делать реже. После школы он шел к дяде Паше на склад и работал там по 4 часа ежедневно. Мышцы окрепли и больше не болели от нагрузки. Он стал выносливее. По вечерам Кирилл все так же монтировал ролики, снятые в течение дня, и выкладывал в интернет. Канал набирал популярность. Отец вел себя спокойно. Он видел, что Кирилл, если не в школе, то у дяди Паши, а если не на складе, то дома. Отцу это явно нравилось. А Кириллу стала закладываться мысль, что истории про отца, которые рассказывал Кир, чаще всего надуманные. Скорее всего, он оправдывал ими свои не очень правильные поступки. Кирилл начал сравнивать своих друзей и пацанов из школы Кира. Он пытался разобраться, где правильно, а где нет. Но прежде всего он приглядывался к отцу и пытался понять, почему Киру он так не нравился. Кирилл признавал внутри, что ему не за что ненавидеть или бояться отца. У отца были определенные и понятные правила. Если не нарушать их и закон, то все будет хорошо. Если попросить, он поможет. Если спросить, он ответит максимально развернуто. Он спрашивал и интересовался жизнью Кирилла. Очень аккуратно спрашивал, будто жизнь у Кирилла была чересчур хрупкой, и он своими вопросами может ее сломать. Любое отрицание со стороны Кирилла сразу отдаляло отца, и тот замолкал, отступая с личного пространства сына. Кирилл замечал это, не давал ему отступать и настаивал, что хочет продолжить обсуждение и найти решение, которое устроило бы обоих. Ему не хватало разговоров, споров, поисков неожиданных решений. Они с мамой и ее друзьями могли так дискутировать часами. С каждым днем он все больше узнавал отца и тянулся к нему. Но сам жизненный уклад был чуждым Кириллу. У отца главным в доме был порядок во всем. И по мнению Кирилла, он с этим перегибал палку. По мнению отца, у них все должно быть как у всех. Ничего лишнего, чтобы ничем не выделяться. Лишним считалась любая глубокая эмоция. Вспышка злости, всплеск радости. Рваные джинсы нельзя, отращивать волосы нельзя. Вся сущность Кирилла не вписывалась в эти его рамки. Она требовала свободы, самовыражения. Душа жаждала с подростковым бунтарством самых ярких впечатлений. И в этом он не получал никакой поддержки от отца. Возможно, если бы он родился и рос в этих условиях, он бы и не знал, что бывает иначе. Но Кирилл помнил маму. Помнил и сильно скучал. Перед наступлением летних каникул отец осторожно предложил Кириллу поехать на месяц в деревню, к деду и бабушке. К удивлению отца, Кирилл обрадовался. Родителей отца он видел только на фотографиях. В его реальности они жили очень далеко. Они присылали открытки на день рождения, а мама слала им фотографии. На этом все. «Пап, а они же раньше далеко жили?» Да, далеко. После того, как мама умерла, или мне туда с ребенком надо было ехать, или им поближе ко мне. Выбрали второй вариант. Бабушка тебя буквально вырастила, пока я в командировках был. «В командировках?» Отец рассмеялся. Ну да, не помнишь, что ли? Мы с дядей Пашей года 4 только как уволились, перешли в мирную жизнь. И я бы еще поспорил, где труднее. Так что бабушка твоя, молоток, справилась. Вон какого парня вырастила. У Кирилла в голове всплыл голос пьяного Кира в последнюю их встречу. Он поймал себя на мысли, что злится не на отца, а на Кира. «А другая бабушка сейчас где? Мамина мама?» В смысле где? – удивился отец. Она тоже рядом. Мы же ездим к ней периодически, помогаем. И в конце этого лета тоже поедем, после наших. Летние дни катились очень быстро. Говорят, что в деревне делать нечего. Кирилл бы с этим поспорил.
Он вставал рано, не успевал понять, как день уже заканчивался, и они всей семьей на террасе играли в лото на спичке. Кирилл впитывал каждое мгновение. Он не упускал ничего. Ему было ужасно жаль времени на сон. Отец уехал в город, передав Кирилла в руки деда, и приезжал только на выходные. Кирилл научился крыть крышу с дедом. Он смастерил новую конуру для Рекса, собаки деда. Почти каждое утро они ходили с дедом или на рыбалку, или за грибами. Кирилл научился слушать лес. А потом бабушка пекла пироги, а дед коптил рыбу на углях. Кирилл научился пасти скот, при этом мастерски щелкать кнутом. Он чинил лодку с дедом и плел рыболовные сети с бабушкой. И у него было бесконечное море вопросов ко всем. Они были его семьей. Эти люди были частью его самого, и он хотел знать об этой части буквально все. Он расспрашивал об их предках, слушал истории про голодное послевоенное время, про друзей семьи. И он впервые ощутил эту силу рода, когда ты словно верхушка дерева, а вся твоя семья образует систему корней, которая прочно удерживает тебя на этой земле. С мамой он этого не ощущал. Она редко брала отпуск. Отпуском обычно называлось время между проектами. И они редко ездили к бабушке, и уж точно не оставались у нее на лето. Все это время Кирилл продолжал снимать и выкладывать видеоролики. Пусть он не сможет пронести их в свою реальность, но, может быть, Кир увидит их и поймет, каким сокровищем он обладает. Кирилл и не предполагал, что канал так быстро наберет популярность. В июне он подключил монетизацию канала и стал получать первые деньги. Однажды вечером бабушка, подмигнув, сказала Кириллу: «Завтра сладкие пироги буду печь. Гости приедут после обеда». «Какие гости?» «Так на день рождения». «На чей день рождения?» Бабушка странно посмотрела. Потом ойкнула. «Ой, да неужто забыл? У отца завтра день рождения. Паша с Ромой приедут, и другие, может, тоже». Кирилл выругался про себя. Он не забыл. Он не знал. А должен был посмотреть в паспорте отца. Он встал. «Бабушка, может меня дед завтра к банкомату отвезти?» Следующим вечером около дома деда и бабушки было шумно. Приехали отцовские друзья, подошли соседи. Жарили шашлыки, произносили тосты, играли на гитаре. Кирилл подошел к отцу. «Пап, у меня тоже есть подарок». Отец сгреб его в охапку и засмеялся. Ты сам мой подарок, сын. Кирилл вылез из объятий и протянул отцу конверт. «Это мой вклад на лодку. Или на машину. Решай сам». Отец неожиданно побагровел и тихим шипящим голосом произнес, тяжелым взглядом припечатывая Кирилла к земле: Ты опять? Откуда деньги? Кирилл не ждал такой реакции. Он опешил. «Что я опять?» Потом до него дошло, и он возмутился. «Я сам заработал!» Отец взял конверт, посмотрел, что внутри, и сказал: Не ври. У Пашки столько не заработаешь. Кирилл снова возмутился. «Я не вру, я не у дяди Паши. Я ролики снимал, и это приносит деньги». Справа гаркнул дядя Рома. Эй, горячая голова, отставить орать на сына. Ты из армии уволился, а мозг там оставил. Мир давно поменялся, и на видео этих действительно зарабатывают. И еще как. Откуда, думаешь, у нас машина новая? Это вон Настюха моя жжет. Я только у нее как актер или приглашенная звезда. Жена Ромы закивала, подтверждая слова мужа. Дядя Паша хмыкнул, налил водки в рюмки, всунул одну отцу. Давай не выпендривайся, горячая голова. За подарок сыну спасибо скажи. Лодка у тебя будет, понимаешь? И он загоготал. Отец виновато посмотрел на Кирилла. Потом сунул рюмку обратно дяде Паше. Шагнул и по медвежьи обнял Кирилла. Извини, сын. Стыдно мне. И спасибо тебе. Не ожидал я, что ты так быстро повзрослеешь. Все маленьким тебя вижу.
Прости, Кир. Последние слова отрезвили Кирилла. Он почувствовал себя вором, будто украл чужую отцовскую любовь. Отец ведь думает, что он Кир. Но отец обнял его и повел на край стола. Там уже сидел дядя Паша и настраивал гитару. Сейчас Пашка петь будет. Пойдем. И Кирилл махнул на эти мысли. В конце концов, эти деньги заработал он, Кирилл, а не Кир. И фактически он тоже сын своего отца. Последнюю неделю августа Кирилл и отец провели у маминой мамы, бабушки Софьи. Кирилл, как только ее увидел, бросился к ней и горячо обнял. Бабушка Софа была удивлена. Видимо, Кир ее лаской не радовал. А для Кирилла она олицетворяла часть его реальности, его мира. Той жизни, где жива мама, и бабушка Софа приезжает к ним в гости почти каждые выходные. В той реальности она веселая и живая, а в этой она погружена в себя, в свою непроходящую боль. Казалось, что она смотрит на Кирилла, а видит свою умершую дочь. Кириллу было больно. У него словно еще раз отобрали его мир, его жизнь. Осень зарядила дождями. Кирилл мало бывал на улице, и сюжетов было мало. Тогда он решил писать сценарии и снимать короткометражки. Он предложил участвовать отцу и его друзьям. И дело пошло. Отец стал больше интересоваться программами. Кирилл купил ему обучающий курс. По вечерам в квартире 203 наступала тишина. Отец и сын сидели и делали уроки. Каждый в своей комнате. Отцу было тяжело. Кирилл видел, что весь его мир встает с ног на голову. Но он старался и не сдавался. В конце концов, он стал монтировать ролики довольно уверенно. А материальное вознаграждение за усилия радовало его еще больше. Он уже начал планировать покупку машины и поездку в ней на море. И Кирилл задумался о том, что Кир все равно будет жить своей жизнью. А отец не должен быть один. Его надо с кем-то познакомить. Однажды вечером он зашел в комнату к отцу и сказал без обиняков: «Тебе пора начать ходить на свидание». На куда? Отец стал заикаться от неожиданности. Постой. Что ты мне предлагаешь? «Тебе нельзя быть одному. Ты любишь маму, и я уверен, она была самая замечательная на свете. Но есть женщины-друзья, женщины-отдых, женщины-дом. Не знаю, выберешь сам». Выберешь? Отец снова заволновался. Ты что, предложил уже кому-то, и их так много? «Нет, конечно». Кирилл сел рядом с ним. «Мы зарегистрируем тебя на сайте знакомств, и ты начнешь с ними переписываться. Ты сначала их узнаешь, а потом пригласишь на свидание». Отец скривился. Ты сам-то недавно бриться начал, а уже меня учишь, как Он искал слова. знакомиться. Выпалил он. «Ты прав. Я не учу. Так говорят, но ты сделаешь все по-своему. Я только покажу программу». Отец долго сопротивлялся. Кириллу пришлось прибегнуть к помощи дяди Паши. В конце концов, они уговорили его и создали профиль. Больше Кирилл не вмешивался в личную жизнь отца, но замечал, что тот стал часто уединяться с телефоном, а к зиме записался в спортзал. Зимой на Кирилла нахлынула тоска, и он не мог с ней справиться. Новый год — их любимый праздник с мамой. Мысли о маме не отпускали его нигде. Он представлял, как она украшает квартиру, ставит елку, а потом до самого Нового года смотрит фильмы, гуляет и помогает празднику выталкивать внутри усталость. Так она говорила. Кирилл пробовал смотреть фильмы, гулять, но без мамы ничего не получалось. Слишком сильно он тосковал по ней. Его спас отец. Он предложил Кириллу уехать из города на время праздников к бабушке и деду. Кирилл с радостью согласился. Понимая, что в деревне зимой сидят по домам, они закупили продукты, взяли с собой настольные игры
и упали, как снег на голову, бабушке и дедушке. Окруженный вниманием и заботой каждого из них, Кирилл почувствовал, что праздник внутри него трепыхнулся и стал расти, выпихивая тоску. Он ни на шаг не отходил от деда. Он знал, что это была его первая и последняя зима с ними. Кириллу нравилось чистить дороги, убирать снег с крыш. А потом отец взял корыто, подмигнул ему и отвез на огромную гору. Они вместе уселись в этом корыте, отец крепко обнял его и оттолкнулся. Они летели с горы, а Кирилл зажмурился и хотел лететь так очень-очень долго. Лететь и чувствовать сзади своего отца. Весь март отец ходил загадочный. Косился на Кирилла и улыбался. А Кирилл нервничал. Он готовился к переходу. Ему было грустно. Он провел замечательный год со своим отцом. Он и мечтать о таком раньше не мог. Но он хотел в свою жизнь. Хотел увидеть маму. В 17-й день рождения рано утром к ним завалились друзья отца. Отец объявил, что у них у всех есть сюрприз для него, и попросил тепло одеться. Кирилл разволновался. Но потом оказалось, что уезжать надо ненадолго. Они хотели показать ему свой мир. За городом была база снегокатов. Мужики взяли себе по снегокату, отец сел с Кириллом. Потом они установили приз, определили маршрут и... 3, 2, 1... Газуй! Заорал отец прямо над ухом Кирилла, и Кирилл нажал на педаль. Выиграл Рома, но Кирилл не переживал. Он провел замечательный последний день с отцом. Он ел пиццу в кафе и улыбался, наблюдая за ним. Потом они поехали к ним домой. Отец с друзьями выпивали, орали песни, перестукивались морзянкой по батарее с соседями. Ближе к 10 вечера они разошлись, а отец рухнул в кровать. Кирилл переоделся в ту же одежду, в которую был одет Кир год назад. Потом он написал письмо Киру, что делать с аккаунтом и как получать деньги, сунул письмо под матрас и направился к выходу. У комнаты отца Кирилл задержался. Он постоял какое-то время, глядя на него и прощаясь с ним. Потом резко развернулся и решительно вышел из квартиры. К лифту он почти бежал. Весь день Кир на связь не выходил. Кирилл звал его, но в ответ тишина. С другой стороны не слышал он и голос мамы. Может быть, их нет дома? Кирилл бегом поднялся на балкон верхнего этажа. Отсюда год назад он начал свой путь в чужую реальность. Посмотрел на часы. 23 часа 30 минут. Он не мог ждать. Кир не отвечал. Кирилл зашел в лифт и чуть не вскрикнул от радости. Рядом с кнопкой 7 выпукло блестела кнопка 7А. Кирилл быстро нажал ее. Лифт дрогнул, остановился, двери раскрылись. Кирилл быстро и уверенно шел по мусору и осколкам вглубь технического этажа. Ему навстречу шло его отражение. Кирилл замедлил шаги. Это был не Кир, это было его отражение. В черных джинсах, в темно-синей куртке, с короткими волосами. Кир не придет? Может, что-то случилось? Кирилл с отчаянием смотрел на отражение. На глазах выступили слезы. И вдруг... бро, ну и лицо у тебя. Сейчас заплачешь. Кир, шумно выдохнул Кирилл и расплылся в улыбке. Ну и напугал ты меня. Я звал тебя весь день. Кир присел на корточки. Я слышал, чувак. Слышал? А почему не отвечал? И что ты сделал с волосами и с остальным? Эй, нахрена ты состриг волосы? Они мешали, поморщился Кир. А шмотки? Знаешь, пацаны с района меня как-то иначе воспринимали. В общем, после смены имиджа все ровнее стало. Между ними росло напряжение. Окей. Кирилл улыбнулся и протянул руку. Давай меняться. Кир встал, держа руки в карманах куртки. Я пришел поздравить тебя с днюхой и попрощаться. Протянутая рука Кирилла повисла в воздухе. В каком смысле попрощаться? Эй, возвращайся к себе.
Тебя ждет отец. Да не, мне тут свободнее. Никто не следит за мной, делаю, что хочу. Маман твоя зачетная женщина. Денег дает, на мозг не приседает, работать не надо. Да и пацаны местные меня уважают. Кир, не дури. Это не твоя жизнь. Давай руку. Кир нагнулся и поднял с пола камень. Прощай, бро. Спасибо за новую жизнь. И швырнул камень в зеркало. Нет! Крик Кирилла эхом бился между стен. А в осколках разбившейся надежды отражалась спина Кира, уходящего к лифту. А потом наступила полночь, и на Кирилла обрушилась тишина.